За свою карьеру Квентин Тарантино успел снять 9 полноценных фильмов и стать соавтором множества других проектов. Его фамилия уже давно стала нарицательной, как и его приемы, которые впору называть тарантиновскими. Нелинейное повествование, харизматичные персонажи, чрезвычайная жестокость и, конечно же, диалоги. По-английски, засранец, говорить умеешь? И кто бы что ни лил на картошку фри, майонез или кетчуп, кино Тарантино узнают повсюду. Я решил сделать подборку фильмов Тарантино, от худшего к лучшему. Но, если говорить откровенно, у Тарантино нет плохих фильмов, поэтому от хорошего к лучшему. Места распределяются согласно оценкам зрителей и кинокритиков с 4 основных сайтов, посвященных кино, а именно Кинопоиск, IMDb, Metacritic и Rotten Tomatoes. А в финале видео я расскажу о всех фильмах, где Тарантиныч сыграл роль или камео, поэтому смотри выпуск до конца. И пока я не начал, поставь ролик на паузу и напиши в комментариях свои догадки о том, какие фильмы Тарантино вошли в мою тройку лидеров. Написал? Тогда погнали! 9 место. Доказательство смерти. 2007 год. Тарантино и Родригес – друзья, и вместе они выпустили Grindhouse. Это 3-часовой фильм, в который входят 2 полноценных полнометражных фильма от каждого из режиссеров и несколько трейлеров. Потом, спустя 3 года, Родригес создал из одного из этих трейлеров своего мачете. Почему Grindhouse? Это о популярных в 70-е годы низкобюджетных фильмах, которые использовали затасканные темы и показывались вторыми на сдвоенных сеансах. И показывали их, собственно, в грайндхаусах, дешевых кинотеатрах. Задумка ясна, образовательная минутка окончена, идем к сути. Главный герой, маньяк-каскадер по имени Майк, встречает в баре компанию пьяных молодых людей и предлагает подбросить одну из девушек за столом до Остина. Это в Техасе. Да, Тарантино любит Дикий Запад. Будущая жертва соглашается и садится в каскадерскую машину Майка. Но дальше парень показывает, что маньяки орудуют не только ножами и пистолетами. Но на этом история не заканчивается, и где-то через год Майкл снова выходит на автоохоту. Правда, жертвой в этот раз становится не пьяная наивная девушка, а опытная каскадерша. Майкл, который рассчитывал на легкое и красивое убийство, случайно бросает вызов на дуэль опасным противницам. 8 место. Джеки Браун, 1997 год. 3-й фильм, где именитый мастер выступил и режиссером, и сценаристом. И эта картина тоже не прошла незамеченной. Кроме актерских наград, ленту номинировали на «Золотого медведя» в Берлине, а Национальный совет кинокритиков США включил картину в топ-10 фильмов года. Сценарий здесь – это адаптация романа «Ромовый пунш» Элмора Леонардо, автора «Поезда на Юму» и еще пары десятков криминальных романов. Сюжет. Джеки Браун – стюардесса в небольшой мексиканской авиакомпании. Платят мало, работы много, но Джеки не жалуется. Работа в форме на борту – отличное прикрытие для контрабанды оружия, но за боссом Джеки ведут охоту федералы, и девушка попадает в поле зрения агентов. Хрупкая и милая Джеки оказалась зажата между злобным торговцем и суровыми агентами. И выбор здесь очевиден – обмануть всех, присвоить нелегальные деньги и сбежать из страны. Осталось только воплотить в жизнь свой дерзкий план. «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво» были мозаикой из картин гангстерского жанра всех времен и народов. А здесь Тарантино с опорой на литературный первоисточник с азартом занимается черным кино. Не в смысле цвета кожи, а в смысле фильмов нуар эпохи старого Голливуда. Поправка заключается в частности в том, что в классическом нуаре кульминация вряд ли могла разворачиваться в интерьерах торгового центра. Впрочем, и не только в классическом. Вообще сложно представить себе другого человека, который бы додумался поместить действие фильма в молл. 7 место. «Однажды в Голливуде», 2019 год. В этом кино Квентин немного грустит. Главный герой Рик Далтон – актер вестерн-сериала в конце 60-х. В это время классические представители этого жанра кино уходили с экранов и готовились к вечному заключению на пыльных полках видеопрокатов в будущем, а на их вакантное место уже спешили спагетти-вестерны. Рик такие перемены принимает крайне болезненно. Мрачными мыслями Далтон на протяжении почти 2 часов экранного времени делится со своим дублером-шофером-каскадером Клиффом Бутом. Если Далтон – это старомодный вестерн, то Бут – это современный боевик. Молчаливый, брутальный и не сильно замороченный. Вместе парни катаются по Лос-Анджелесу и заставляют зрителей влюбиться в ретро-Голливуд. И в общем, со всей этой эмоциональной лирической драмой кажется, что Тарантино здесь не больше, чем Ричи в каком-нибудь Аладдине. А что с этим не так? Но рядом с домом Рика Далтона поселяются Шерон Тейт и Роман Полански. И Аннушка готовится разлить масло. 6 место. «Убить Билла», фильм 1 и «Убить Билла», фильм 2.
Кинодиалогия «Убить Билла» состоит из двух полноценных боевиков, которые неразрывно связаны между собой не только оценками, но и сюжетом. Действие обоих фильмов сосредотачивается вокруг Беатрикс Кидо, женщины, в прошлом наемной убийцы, которая решает поквитаться со своими врагами. Данная кинодиалогия является примером хорошего экшена, который, как и было сказано выше, впору называть тарантиновским. А именно, отсутствие реализма в происходящем, необычные цветовые и музыкальные решения, эффектные постановки боев, огромное количество отсылок и тонны литров крови. Без них как без рук, знаете ли. Но даже это не предел. «Убить Билла» может похвастаться самым запутанно нелинейным стилем повествования, где первый фильм является вторым, а второй – первым. И я не буду говорить о главах, чтобы окончательно все не заспойлерить. Возможно, именно этот факт повлиял на конечные оценки, ведь по канону первый фильм всегда лучше. Как итог, «Убить Билла» является одним из лучших представителей жанра боевик в кино и лучшей кинодиалогии у самого Тарантино, не беря во внимание тот факт, что других он не снял. Пятое место – «Бесславные ублюдки», 2009 год. Здесь Мастер представил альтернативную версию Второй мировой войны. Отряд американских солдат еврейского происхождения стал настоящей кошмарной легендой для нацистов на территории оккупированной Франции. Бесславные ублюдки нападают на фашистов и снимают с немецких солдат скальпы. Чем изощреннее убийство, тем довольнее капитан ублюдков Альдо с кличкой Апачи. Вскоре деятельность группы вызывает интерес у антифашистского сопротивления, и членов банды отправляют на самое важное задание. Им предстоит убить Гитлера. Миссия тщательно спланирована, но в планы американо-британской коалиции вмешивается немецкий офицер, охотник на евреев. Кстати, если вы хотите узнать больше о персонаже Ганса Ланда, то обратите внимание на правый верхний угол. Ганс Ланда известен своим умом и жестокостью, так что разоблачить врагов, одержимых местью и яростью, для Ланда не составляет труда. Однако и ему не стоит радоваться раньше времени. «Ублюдки» — это еще одно дерзкое высказывание автора, и в этот раз на тему, о которой не принято шутить. Да, историю здесь переписали, но идея была не в том, чтобы снять историческую картину. Идея в справедливости, и этот фильм доказал, что Квентин ненавидит реальное насилие и видит в нем лишь художественный прием. Лучше всего доказывает это реакция израильских зрителей на премьере. Весь театр буквально утопает в аплодисментах не в тот момент, когда Гитлера убивают, а когда Шошанна говорит «это лицо еврейской мести». И вы знаете, это было жестоко, это было страшно. В той радости была какая-то жестокость, в этом было что-то вызывающее ужас. После премьеры фильма сценарий выпустили в виде книги, и на русском в том числе. Четвертое место – «Джанго освобожденный», 2012 год. Путь Тарантино к любимому жанру был долг и извилист. Наконец, добравшись до Дикого Запада, он подошел к делу основательно. 500 цитат из всех вестернов мира, начиная уже с названия, музыка Морриконе, грандиозные персонажи и все остальное. Что нужно знать об этом фильме? Во-первых, в одной из главных ролей Кристоф Вальтз. В «Джанго» актер сменил сторону силы и стал хорошим парнем. Но и в таком образе Кристоф сумел растоптать сердца зрителей и критиков и вновь получил кучу наград. И в этот раз создатель фильма почти не отстал от австрийца и получил те же награды за оригинальный сценарий. Это второе, что нужно знать о «Джанго». Третье. Это спагетти-вестерн. Тарантино любит такие фильмы, и «Джанго» — любовное послание итальянскому кино о Диком Западе. Сюжет. Джанго был рабом, но охотник за головами доктор Шульц спас его и научил убивать опасных преступников за деньги. Джанго в фильме играет типичного героя вестернов. Он сверхметкий стрелок, забирает жизни с невозмутимым скепсисом и открывает рот только для лаконичных острот. Вместе Джанго и Шульц решаются провернуть очень нелегкое дело – выкупить из рабства жену Джанго, Брунхильду. Для этого им придется проникнуть на огромную плантацию, которая принадлежит мистеру Кэнди, мерзкому и двуличному рабовладельцу с идеальными манерами и замашками маньяка. В общем, здесь снова будут пальба и разные ублюдки в декорациях Дичайшего Запада и с мощной любовной линией. Второе место – «Бешеные псы», 1991 год. Один критик отметил, что Тарантино как режиссер сформировал не только репертуар видеопроката, но и сам способ смотреть кино на VHS. Например, из перемотки возникло нелинейное повествование. Да и вообще, раздерганная структура тарантиновских фильмов рождена сознанием человека, привыкшего держать в руках телевизионный пульт. Но это не объясняет самого странного сценарного трюка «Бешеных псов».
Вместо прилежного гиковского фильма, которого можно было бы ожидать от диванного любителя боевиков, едва вставшего за камеру, зрители в 1992 году увидели что-то очень далекое от шаблона. Кино об ограблении, сюжет которого по большей части разворачивается в одном ангаре. При этом дебютант демонстрирует полное пренебрежение к учебникам драматургии, согласно которым каждая реплика должна быть функциональной, и начинает фильм со знаменитого обсуждения песни Мадонны и культуры чаевых. Не, я чаевых не даю. Наверное, в этом и есть секрет противоестественного обаяния Тарантино. Ну а вот и первый полноценный фильм мастера. В этом списке он второй, потому что в жизни успех и признание к псам пришли после того, как экраны и критиков покорило криминальное чтиво. На первых показах «Псов» зрители уходили из зала в середине просмотра. Но, несмотря на это, картина собрала неплохую кассу и вскоре вошла в историю кинематографа как важная ступень в развитии авторского кино. Итак, что там было до чтива? А были «Бандиты в кафе» и их беседы о поп-культуре, повествование по главам как в книге и «Мексиканский тупик». И это все еще фильм, не похожий на чтиво. 8 гангстеров совершают ограбление, которое Тарантино специально не показывает, и попадают в засаду. Чтиво было дороже, поэтому локаций и декораций там много, а вот псам пришлось запереться на сером бетонном складе на небольшую часть хронометража. Камерность сильно отличает дебют Тарантино от самой известной его картины. Ну и саспенса, конечно, в «Псах» побольше. Да ладно, ничего особенного. Первое место — «Криминальное чтиво», 1994 год. Двое третьесортных грабителей, возомнивших себя Бонни и Клайдом, спонтанно за завтраком решают ограбить кафе. Титры. Самуэль Л. Джексон с легким афро обсуждает с поднабравшимся Джоном Траволтой гамбургеры и Библию. Поднабравший Траволта поднабирается героином, танцует твист с Умой Турман и после пронзает ее в самое сердечко. Брюс Уиллис очень любит свои золотые часы. Все так же поднабравший Траволта, не успевший еще поднабраться героином, случайно разносит голову бандиту, сильно пачкает авто мозгами и вместе с Самуэль Л. Джексоном, все еще рассуждающим о Боге, едет заметать следы в квартиру к приятелю-невротику. Но в финале излюбленный тарантиновский прием. Нет, не тот, что с женскими ступнями. А теперь, как и обещал, двигаемся ко всем остальным работам Квена. Будь то сценарий, камео, роль или еще что-то. Бандиты, хочу порекомендовать вам крутой паблик под названием Эра VHS, фильмы VHS и переводы VHS. Это самый настоящий храм авторских переводов или же секта VHS. Здесь вы найдете много чего, в том числе переводы Михалева, переводы Гаврилова, Живого, Визгунова, Карцева, Володарского и многое другое. Поэтому не промедляя, жмем на ссылочку в описании и переходим, а мы двигаемся дальше. Настоящая любовь и прирожденные убийцы. Очень не тарантиновское название, да и лента не совсем Тарантино. Снимать авторское кино – это не только мечта, призвание и цель Квентина, но и его принципиальная позиция. Сейчас не придавать идейность этого положения мастеру легко, у него полно денег, фанатов и женских ступней. В общем, все, о чем мечтал кинофанатик из видеопроката в 90-х, сбылось. Но тогда, 30 лет назад, когда сценарий известного автора отправляли даже не в черные списки, а в мусорные ведра, парень из видеопроката решил, что продать парочку сценариев студиям не так стыдно ради достижения достойной цели. Ну и продал настоящую любовь и прирожденных убийц, чтобы снять бешеных псов. Что же думает Тарантино о любви? Бандит влюбляется в начинающую проститутку, убивают ее сутенера, женится на уже бывшей проститутке и молодожены отправляются в счастливый кокаиновый месяц. Фильм снял младший брат Ридли Скотта, Тони Скотт. Это тот, который не гладиатор чужой и марсианин, а неуправляемый гнев и враг государства. По изначальной задумке Квентина, любовь должна была быть тесно связана с псами. Мистера Белого в «Псах» спрашивают об Алабаме. Что ты сказал? Ну и кроме того, любовь и прирожденные убийцы изначально задумывались как один большой проект. Так что сценарии этих лент во многом перекликаются. И там парочка влюбленных потрошит случайно и не случайно встречных и наслаждается кровавым безумием. 4 комнаты, 1995 год. А вот это уже артхаус, вступивший в интимную связь с черной комедией. А точнее, сборник из 4 трешовых историй, которые происходят в одном и том же отеле и связаны друг с другом участием коридорного Теда. Каждый эпизод создан разными авторами. Первый – Элисон Андерс, второй – Александр Роквелл, третий эпизод снял друг Тарантино Роберт Родригес. Ну и 4-й эпизод написан и срежиссирован Квентином.
Сыграем в игру. Дженнифер Биллс и Дэвид Проуэлл развлекаются ролевыми играми с перепутавшим комнаты коридорным. Мадонна в компании других ведьм проводит ритуал по воскрешению богини разврата, и от Теда им кое-что очень нужно. Парень ставит палец против машины друга, что сможет 10 раз зажечь Зиппа без осечек, и коридорный Тед за $1000 берет в руки тесак. Антонио Бандерас находит своих детей в комнате, где начинается пожар, включен канал 18+, горит сигара, валяется использованный шприц и где Тед держит мертвую проститутку. А теперь игра. Кто из режиссеров что снял? От заката до рассвета. 1996 год. В общем, срежиссировал Родригес, а сценарий написал Тарантино. Сюжет про двух братьев-уголовников, на общем счету у которых побег из тюрьмы, похищение, убийство заложницы и шерифа, ограбление банка и попытка сбежать из Штатов в Мексику, чтобы спрятаться под прикрытием местной мафии. Чтобы добраться до убежища, братья берут в заложники семью бывшего пастора и в фургоне разочаровавшегося в вере священника доезжают до стрип-бара у границы. А бар работает от заката до рассвета, и управляют им вампиры. Кровавый замес на старт. Джордж Клуни выиграл премию MTV Movie Awards в номинации «Прорыв года» и «Сатурн» как лучший актер. На последней премии фильм еще и был выбран лучшим хоррором. Есть приквел «Дочь палача» и мидквел «Кровавые деньги Техаса». А в 2014 году сам Родригес запилил целый сериал по франшизе. Кстати, если вам интересно подробнее узнать о фильме «От заката до рассвета» и его создании, обратите внимание на правый верхний угол, а мы двигаемся дальше. Эдди Пресли, 1992 год. В том же году выходит Эдди Пресли, где экс-мистер Коричневый вместе с Брюсом Эшем Кэмпбеллом играет работника психиатрической лечебницы. Американская девушка, 1994 год. 1994 год отмечен несколькими ролями. Одна из них – это персонаж из ситкома «Американская девушка». Автор легендарного криминального чтива здесь появляется в образе продавца видеокассет Десмонда Вайноки. «Спи со мной», 1994 год. Другой актерский образ, который примерил на себя Тарантино в 1994 году, стал Сид в трагикомедии «Спи со мной». Здесь поклонник постмодернизма разглагольствует о том, что одной из лучших картин в мире является «Лучший стрелок». «Тот, кто влюблен», 1994 год. Еще одна картина 94-го. Повествует о жаждущей прославиться латиноамериканке Мерседес. У Тарантино небольшая, но крикливая роль бартендера. Фильм отмечен участием Харви Кейтеля, Стэнли Туччи и Стива Бушеми или Бусеми. «Танцуй со мной, пока мы любим», 1995 год. Далее в этом же урожайном для актера, сценариста и режиссера году выходит короткометражка с музыкой Леонарда Коэна, где другу Родригеса досталась роль жениха. «Девушка номер 6», 1996 год. Год спустя вышла сатира Спайка Ли на индустрию секса по телефону «Девушка номер 6», где Тарантино сыграл директора номер 1 в Нью-Йорке. «День рождения моего лучшего друга», 1987 год. Эта дебютная работа Квентина Тарантино всегда вызывала и будет вызывать неподдельный интерес всех киноманов мира, а в особенности любителей культового режиссера, который подарил всем нам бессмертные хиты. Если еще несколько лет назад считалось, что My Best Friend's Birthday вообще невозможно найти, то с появлением интернета все стало намного проще, но это разговор другой. Здесь и сейчас нас интересует только работа Тарантино, которая существует, к сожалению, лишь собранными в единую короткометражку фрагментами. Определить, каков же сюжет в этом фильме, удается с трудом. Ясно одно. Некто Кларенс Пул, радиоведущий, ярый любитель рокобилли и кинематографа в исполнении самого Квентина Тарантино, решает устроить вечеринку для своего лучшего друга Микки. Кларенс целый день старается изо всех сил. Он ищет подарок, готовит сюрпризы, договаривается с одной девочкой по вызову, а помимо этого еще и умудряется попадать в занимательные истории, которые порождают дополнительные проблемы, как для Пула, так и для виновника будущей вечеринки. Стиль тогда еще только будущего автора культовых фильмов, которые повергнут любителей кино через пару лет в культурный шок, уже узнаваем. Все строится вокруг диалогов, в которые Тарантино вкладывает свою душу, наделяя собственных персонажей увлекательными темами для разговоров. Сам герой Квентина, Кларенс, ведет состязательные споры на тему своих любимых певцов, групп и фильмов, доказывая, что именно они самые лучшие.
Если бы полная версия фильма состоялась и дожила бы до наших дней, то я уверен, что это могла бы получиться качественная и неординарная комедия с непредсказуемым сюжетом, которая бы в любом случае нас чем-то да и удивила. Destiny включает радио, 1995 год. Решение пригласить Квентина Тарантино на одну из главных ролей в эту картину, возможно, лучшее, что пришло в голову режиссеру-дебютанту Джеку Бэрону. Тарантино осуществляет здесь образа мистера Дестини, загадочного персонажа, который, как и он сам, занимается перераспределением удачи. Ники Дьявол-младший, 2000 год. Следующей актерской работой Тарантино стала роль слепого священника в комедии «Ники Дьявол-младший», где он сыграл эксцентричного слепого священника, вещающего о грядущем апокалипсисе. «Шпионка», 2001 год. Затем Тарантино выступил в команде сериала Джей Джей Абрамса «Шпионка», сыграв агента Маккеннеса Коула, который позволил ему раскрыться чуть больше как актеру, так как редкий случай, персонажа придумывал не он сам. Сукияки Вестерн Джанго, 2007 год. В картине Сукияки Вестерн Джанго он играет Пиринго, а сама лента является ремейком фильма Серджио Леоне от японского постмодерниста Такаси Миики. Пиринго — это такая тарантиновская версия вестерн-героя Клинта Иствуда. Он произносит пламенный монолог и наказывает плохих парней. Мисс Переполох, 2014 год. Также Тарантино появился с камео в романтической трагикомедии «Мисс Переполох». Дак Доджерс, 2005 год. И в качестве бонуса анимационный оммаж боевым искусством Дак Доджерс, где Тарантино озвучил мастера Молоха, тренирующего главного героя, недвусмысленно отсылающего к Пэймэю из «Убить Билла» и его тренировка. Он каждый раз придумывает и выстраивает целые миры и никогда не извиняется за внезапные сюжетные повороты или даже за полное переписывание мировой истории. Его киноленты удивительны. Они полностью отражают внутренний мир самого режиссера, дополняя картину уважительными отсылками к любимым кинолентам Тарантино.